Тихо, тихо. Убери. Тюлень смотрит в камеру. Это значит, что тюлень смотрит в камеру. Малыши, Что? малыши. Сядьте, пожалуйста. Сядьте, Сядьте камера. спокойно, Влада. Положи, положи игрушку, вот так, положи. Сейчас не будете делать то, что мы просим, тогда я заберу их, крокодилов, Сядьте. всех забираем. Малыши, поздравляю. Малыши, мы поздравляем вас с днем рождения. Мы очень рады, что вы у нас есть. Сколько вам лет исполнилось? 5. Это много или мало? Много. Много? Вы уже большие, да? Мы счастливы, что вы у нас есть, малыши, да, Маш? Очень, да. Вот в этот день вы вылезли из животика 5 лет назад. И начались 3 года бессонных ночей. Ну, зато нашей Владюшке теперь весело, да? И Влада очень рада, наверное, что у нее есть такие сестренки. Что То бы ты ей было хочешь, совсем Владюш, скучно пожелать без вас. маленьким своим сестренкам? Чтобы у них было все хорошо, чтобы у них было много игрушек, чтобы у них было много счастья, чтобы они были здоровы. Это очень самое важное и А хорошее вы что пожелание. хотите сказать, малыши? Чтобы Влада не болел, у нее не кружилась голова, и у нее был тень, и никогда не пропадал. И еще, чтобы она никуда не валилась. А если у кота что хочешь сказать? Чтобы она не болела, чтобы у нее не отбирали никогда тюленей, чтобы она не пропала и не потерялась. Но Владу вы будете поздравлять через месяц. У нее будет через месяц день рождения. А сегодня скажите что-нибудь о своей жизни. Как вам живется? Хорошо ли с родителями вам живется? Что вам нравится? Что не нравится? Покажите крокодилов, которых вам подарили. А мне На день рождения тюленя выбрали подарили. таких крокодилов, да? Вы? И тюленя. Владе, за компанию. День рождения мы будем отмечать в Египте, поскольку мы сейчас в Египет прилетели. Привет. Привет. Что, как? Нормально. Думаем, вот в город. Сейчас мы отправляемся в город, в Хургаду. Нам нужно найти кафе с Wi-Fi, загрузить видео. Опа! Взяли мы такси до Хургады, до Шератона. Нужно нам найти кафе с интернетом, потому что в отеле видео вообще отказывается грузить, не грузит. Тяжело жить блогером, да? Вместо того, чтобы отдыхать в отеле, приходится ездить искать Wi-Fi. Вообще ужас. Close? Close? شوف الجماعة الواقفين دول خذهم هذا مشكلتهم. А, да. Короче, тут классные машинки такие, разваленные. Brand new. رشا ولا أوكرانيا؟ Russia. رشا. Москва. Стоит $2-3 доехать. Но с нас берут 3, потому что нас много. Погода в Египте ветреная, холодно. Ночью холодно. Днем купаться невозможно, бассейны холодные, нет подогреваемых. Да, очень странно, хотя по прогнозу пишут 24 градуса днем и где-то 15-16 градусов ночью. Такое ощущение, что у нас в номере ночью плюс 6. В номере вообще морозилка. Вот, в общем, в Турции казалось теплее, хотя по прогнозу там градусов столько не было. Из-за ветров, видимо. Давайте, вылезайте. Как тебе колесница, Маш? Супер, просто гоночная, от того, гляди, что-нибудь отвалится по дороге. Я вон там видел кафешку сейчас, вроде нормально. Пойдем. Hello. Your Wi-Fi good or not? Yeah. Can I check? Да, короче, интернет тоже здесь. Хорошо нет. 6 мегабит. Slowly, very slowly. Интернет здесь плохой, но кофе, наверное, выпьем, да и пойдем. Кофе, наверное, хороший.
Не знаю, Маш, как эти видео грузить, у меня уже просто глаз дергается. В интернет от всего. 90 местных, это что? Давай в номере опять будем ставить, может быть, как-то за ночь. 20 Я ставил на ночь, оно Сегодня? слетело все опять. Сегодня? Да, оно все слетело. Утром встаю, там дисконнект. Какой есть? Какой есть? Надо посмотреть. Ну, какие есть? Можно шоколадные? Крокодила убери. День рождения начинается с мороженого. Такая вкуснота. Шоколадом. Кушать столько, а то сейчас маме придется опять доедать мороженое. А потом говорят, что... Мама только и рада доесть. Влада, нравится тебе такая рыбка с мухами? Вот, скушала бы? Нет, фу, гадость. Фу, это тухлая рыба похожа. Ты что, считаешь деликатес это с мухами, да, египетский? Да, Еще дороже будет стоить, да? вкуснее, насыщенный продукт. В общем, приехали мы днем теперь в город прогуляться. Вот. Тут Смотри, такая... Маша, ты насчет степени Да. переживаешь. Видишь, как постирано хорошо? Красота. Местный колорит. Тут дядька в Турции лучше стирал, мне кажется, да? В Турции, да, в Турции мы отдали постирать, и нам просто все отдали такое же, как и было. В общем, такие вот здесь улочки. Если честно, после Турции особого удовольствия не получаешь от прогулок. А я получаю удовольствие, мне нравится. А мне не нравится. Вчера в отеле познакомились с ребятами из Белоруссии, из Минска. Вот в нашем отеле они тоже отдыхают. Отели, конечно, здесь по звездам, ну вообще по всему, с турецкими тоже не сравнятся. Раскупаться у нас пока еще не получается от того, что ветер сильный, прохладненько достаточно на улице. Малыши с Костей дружат теперь. Ему тоже 7 лет. Слава меня щипает, идет. Слава, ты почему меня щипаешь? Расскажи, у тебя сегодня день рождения. Ты почему так себя ведешь? А? Ищем мы сейчас рыбный рынок. Хотим зайти посмотреть, что там продают. Смотри, Ваня и В Ваня. общем, египетская архитектура тоже не впечатляет. Все такое вот, как и сама природа, какое-то слишком аскетичное, однообразное, местами недостроенное или подразрушенное. Вот, до этого мы были с Герой последний раз в Египте в 2016 году. Добирались сюда через Беларусь и через Украину еще на то время. Вот, в Дахабе мы были. Я там проходила курс по дайвингу. Свои подводные права получала. Но как-то Дахаб мне показался более, что ли, каким-то таким, как это сказать, больше мне понравился. Здесь, конечно, такой прям жесткий какой-то колорит в большом городе, в Хургаде. Подходим вот к какой-то огромной мечети. Тут продают фрукты. Когда ветер утихает, становится прям жарко. Хочется раздеться. А когда ветер начинается снова, то, конечно, прохладненько. Вот, собственно, этот фиш-маркет, большой рыбный рынок Хургады. Сейчас пойдем посмотрим, что там вкусненького продают. Сюда, Слав, иди. Ну, запах, как и на всех рыбных рынках. Ну я тебе скажу, что на Филиппинах прям запах на рыбном рынке стоял. Здесь нет такого запаха. А я только что сказала, что пахнет, как и на всех рыбных рынках. Не, ну есть, но не такой противный, не такой сильный здесь. Вот тут лобстеры даже есть. Креветки, осьминожки.
В общем, богатый выбор рыбки. Кого вы там нашли? А вон рыба-попугай, по-моему, называется, которая яркая такая, видите, зелененькая. Вот это какая рыба? А это, Это, может, рыба-игла какая-нибудь? Пила, наверное. $40 стоят лобстеры килограмм. Но мне кажется, они того не стоят. Мы как-то ели их на Шри-Ланке, и мне показалось, что это как большие креветки. Дядька, смотри, забрал крокодила у Яськи, да, Ясь? Скажи по-английски, дай, пожалуйста. Скажи, give me, please. Она кораллы есть. Рыба-попугай, видишь? Зачем у нас в отеле кормят? Сейчас рыбкой полакомится твой крокодил. А вот рыба какая красивая, огромная. Ладно, это рыба-попугай, у нее клюв, видишь? Она им кораллы ест. Потрогай, не бойся, она не жует. Она кораллы ест этим клювом. Рыба-попугай, видишь, какая красивая? Почему мы ее не купим? Зачем у нас в отеле кормят, Влада? Я могу тоже сделать для тебя микс. Микс чего? Креветка? Креветка, и крабы, кальмар, омар. А сколько креветки стоят? Креветка у нас такой килограмм за $9 вместе с готовкой, это за 11. У нас самый крупный килограмм за 13. За 13 самая большая креветка, да? Это которая 20 Это на ферме выращено или нет? Это? Да. Это местная креветка. Ферма, с фермы? Саудовской Аравии. Какие рыбы злые. Они орут. Ужас. Вот если будете много орать, Яся и Слава, в таких рыб можете превратиться. Смотрите, Бас. Ты поменялась, да? Крокодил на рыбу обменяла? Можно мне тоже подержать? Все, теперь крокодил дядя, рыба ваша. Вы согласны? Нет. А рыба живая, а настоящая, а крокодил игрушечный. Мам, Ну все, теперь у нас и египетские будут еще подписчики, да? هينزلهم عليها انا مصوره слишком жирная, селедка, Натик. Маша, это для детей лучше, чем детская комната. Я сейчас сказала, что как океанариум сходили. Нет, в Черном море мало рыбы. Да. На Рижском море. Нет, просто это, сероводород там, из-за этого. Да. Решили мы креветочек взять немножечко. Вот здесь вот такое место, они здесь готовят. И тут сразу можно сесть покушать. Юр, ну что, ты голодный? Проголодался? Ну так в отеле хорошо кормят. Надо успеть на обед. Ну вот, такой нам принесли красоту. Пахнет очень вкусно, пахнет очень специями, зеленью, очень вкусно выглядит. Ждем тарелки. Детишки лапками уже своими залезли сюда. Не бери, просто понюхай. Сейчас тарелочки принесут. Вот такое вот у нас тут происходит свинство. Нам тарелки не дали, а просто бумажки дали, которые чистим. На вот рыбу. Уже вот трошки до ножки остались от всего. Ну, в общем-то, очень вкусно. Вот даже детишки с удовольствием едят. Сейчас почищу еще. Ну как ваше впечатление о пище? Вкусно или Да, нет? очень вкусно. Я согласен, мне тоже понравилось. С удовольствием Очень поел. свежее, да. Рекомендуем зайти вот на рынок Хургады и взять себе здесь что-то, чтобы приготовили. Да, есть доставка даже. Вкусно, вкусно. Приправка.
Ладно, что скажешь, вкусная рыба? Вкусная! После сытного обеда мы решили зайти в мечеть. Ну да, выглядит красиво, большая такая. Хотя я говорю, мы 2 месяца по Турции катались, и ни разу в мечети там не были. Ну, я тебе предлагал зайти, как-то не получалось. Ну Но она может закрыта сейчас. Не бегите, аккуратно. Ладно, тут где-то ладно. Вот такая красивая мечеть. Мы православные, мы ходим в церковь, а у мусульман вместо церкви у них называется мечеть. Это тоже храм. Здесь они молятся Богу. Вот. Они здесь намаз совершают, них молитву. Да такой же, как у нас, всех один, просто называется по-разному. Можешь почесать меня? У них называется Аллах, у нас называется Бог. Но Бог везде учит только добру, понимаешь, и хорошему. И против плохого, против зла. Поэтому смотри, что они творят. Я тоже. Такое вот такси удобное. так Всех детишек сидел. в багажник засовываешь и едешь. Давай не нужно. No smoking, please. No music. У нас тут верблюд гуляет возле отеля. Плюется. Откуда вы его взяли? Из пустыни. Смотри, он. Бай-бай. Так, у нас уже наступил вечер, и сейчас мы пойдем на ужин, и там, наверное, у маленьких будет торт. А вы знаете, что я видела? Много, 1100 лимонадов в честь их. Очень много. А вы будете танцевать там? Ой, танцевать в детскую. аниматором. В детскую не будем, там у них. Может, что-нибудь другое для вас делают в честь дня рождения? Почему не хорошо? Может, Кстати, номер у нас большой. Вот одна комната, диваны, кресла, телевизор. Там еще одна комната, где маленькие спят. Здесь у нас еще одна спальня. Вот она. И санузел. В общем, номер очень большой, но в нем прохладненько. Да, и поэтому вместо пространства большого хочется вернуться иногда в свой автодомик и включить печку. Там теплее точно. Все здесь. А вот это вот, кстати, рыба Наполеон. Она здесь в Красном море водится, очень большая. Если Маша согласится нырнуть, может быть, мы ее увидим. Море, кстати, сегодня испробовали. И море 22 градуса сказали, но не как в Турции, теплее намного. Если зайти, то привыкаешь, прям можно в нем сидеть, если не сидел. А в Турции забежать и выбежать. Египетская ночь. Кстати, отель этот абсолютно безалкогольный, здесь алкоголя нет. И, судя по всему, как нам рассказали, он для военных. Называется New Eagles, маленькие орлы. То есть для военных летчиков, что ли, египетских создавался. Ну мы же не летчики военные. Ну а вдруг вы будете летчиками, когда вырастете? Это просто отель или он только для взлетчиков? Ну раз мы здесь, он не только для летчиков. Ну да, видимо, может быть, устроился для государственных целей. Но сейчас здесь все иностранцы, кстати, много. Подогреваемых бассейнов нет, все бассейны холодные. Есть горки, но, к сожалению, дети не могут скатываться, потому что вода холодная. Ну и даже больше, наверное, из-за того, что ветрено. Когда ветрено, не хочется воду особо лезть. Юра, бутылку не забудь! А ждем!
Это Махмуд, правильно? Он управляющий рестораном, очень хороший человек. Это Бутырка, конечно. Очень вкусно готовит и хороший сервис очень. Спасибо. И наша шифа, они тоже хорошие. Хамада и шиф Абду. И все такая. Они хорошие шифа. Детишки уже набрали коктейлей разнообразных. Что за коктейль у тебя? А, уже и пролили. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотрите, колбаски с рисом и с сахаром овощи. А я себе взял кебаб, овощи, какие-то сосиски и еще рис. Ладно, ну скажи, здесь вкусно же делают еду. Немножко вкусно. Ну давайте за знакомство. Очень приятно с вами проводить время. Мы очень рады, что вас встретили. И дети как рады, да? Играют все вместе. Давай. Не последний. Конечно, приедем в Беларусь. Или вы приезжаете к нам в гости. Что хочешь? Ты в очереди за 4-й тарелкой, и ты стоишь, да? Ну, как обычно, да. Я не знаю, еще на гриле ничего не пробовала. Вот это возьми, смотри, какие-то непонятные штуки. Это яйца, что ли, есть? Ну, возьми и попробуй. Как на Филиппинах. Похоже, что да. Два здесь? Да. В Египте очень ветрено и свечки не горят. Поэтому мы переместились внутрь. Happy birthday to Давай, кусай, кусай. Опа, давай, кусай. Опа, давай. Скажите спасибо. Ребенок упал и плачет. Я его несу на шее. А возможно, всю ночь из-за этого у меня будет болеть спина. Маленький котенок, иди ко мне лучше на ручки, у папы спинка будет болеть. Так. Пусть болит спина лучше. Всем привет, это новая серия из Египта. Как вы, малыши, после дня рождения? Хорошо? Хорошо. Понравился вам день рождения? Хорошо. А вот вы мне скажите, пожалуйста, как вы умудрились разбить вот эти мои духи? Как? Они сами, у них ножки выросли, они сами жали и уже... Что? Они сами уронились. Как они увидели, что краска домашняя? Это как? Сами? Как Духи они сами увидели, уронились? что краска там? Краска На ножках домашняя, своих что? пошли, да, и упали, Влад?
Ножки у них выросли? Понятно. Понятно все с вами. Погода, в общем, у нас ветреная. На горках мы кататься не можем. То есть, ну, дети не могут. Потому что очень холодно, холодная вода. Но днем на солнышке припекает. Все теплее, чем в Турции. Сейчас мы собираемся и хотим поехать в музей Хургады. И что ты там, Маш, хотела для автодома что-то купить, да? Не знаю, посмотрим, что там продается. А Ты что? обещал вчера детям, между прочим, статую с головой собаки. Статую с головой Сакрапса. собаки мы сегодня Египетского пойдем. пса Крапса. Вы обещали египетский час. Сегодня вы ее купите. Потому что вы обещали. Кофточку накинь. Мы потанцевали, а вы не купили нам статую. Вы обещали. По загрузке видео ничего не получается. Wi-Fi отеля плохо работает, не грузит. Купили eSIM сейчас. eSIM тоже не грузит. Кафе тоже не грузит. В общем, не знаю, когда это видео появится. Наверное, когда мы уже в Турции будем. Да, у нас все с каждой страной интернет хуже и хуже. Каждый день мы кормим животным и приносим им еду. А чем вы их кормите? Ну, салатом. Видишь, какая обезьяна стоит? Влада, а что ты обманываешь? Ты вчера скормила, между прочим, ей белорусскую конфету, которую она разворачивала из фантика. Сегодня ты ей скормила острый перец, который ей не понравился, она его выкинула. Стой, это же папа все сделал. Это не я, мама. Фу, ну какой она желто-синяя. Да. Что она синяя? Такой цвет, по-моему. Здесь есть классные горки вон там вот. Но мы ими не можем пользоваться, потому что вода ледяная в бассейне. И ветер сильный. Зеленый трошки страшно. Это со всех горок или? Зеленый страшно? Да. Страшнее всего. Покрученная, что ли? Да, А Костя скатывался? да. И желтый. Влада, а что ты на ручках идешь? Что с тобой случилось? Вчера ей стол поставили на ногу. Случайно Юра поставил. Бедняжка ты моя. А, Яся поет песню. Слышишь какую? Нет, я Ясь, какую спой. песню? Маленький маленький. Маленькие анубисы. Ну что, малыши, нравится вам в пустыне? Смотрите, как шерсть развивается на ветру. Малыши, нравится вам египетская музыка? Да, Нравится? да. А тебе, может, нравится? Не знает Маша. Вот у нас магазин Carrefour. Да, в Египте, конечно, получается, продукты в супермаркете намного дешевле, чем в Турции. И овощи, и все. Вот смотри, тунец мы с тобой любим. В Турции он дорогущий. Сколько он здесь стоит? Давай посмотрим. 51. Вот смотри, 60, 51, вот 66. Это сколько? Доллар. Меньше доллара? Доллар. Да, доллар, 100 рублей. Угу. А там сколько? Я не помню. Там 3-4, наверное. 3 доллара, наверное. Одна банка, да? Да. Да, возьмем, кинем в чемодан. Да мы не довезем столько всего. Маш, У ну нас- что ж ты вот такой Ну, какой-то кинь. скептик? Я не скептик, я мерила довезем. чемодан. Но если положим в сумку вручную кладь, может, довезем. Там едят. И вот вилка и нож. Это чтобы из столовой, из шведского стола таскать еду, что ли? Вот. Да. Ну, Внутри как отлично. раз ножик и вилка. Супер. Я хочу это. А ты, папа, что нашел? Я вот хочу купить в автодом новую сковороду с фритюром, смотри. А для опять неполезной еды, да, папочка? Ты неисправим. Ну, как Сковорода хочешь. стоит 26 сантиметров, такая большая и глубокая. Ну, где-то рублей 600, наверное, получается, если Да. в рублях. Это что-то типа ветчины, что ли, тушенки с Да, коровой. корнбиф.
Тоже доллар стоит. Вот эти листья виноградные, долма, что ли? Доллар. Интересно, в рассоле. Ясечка, перестань ныть, пожалуйста. Давай что-то другое нужное более себе ты выберешь. Ручки новые писать, рисовать. Или еще что-то давай. Чем коробочку какую-то. Орешки. Так, у нас Яся опять забастовку устраивает. Что Фисташки. происходит, Яся? Расскажи, пожалуйста, мне на камеру, объясни, для чего эта коробочка нужна? Она хочет себе коробочку. Она знает разве для чего нужна Мы коробочка? объяснили всем, для чего нужна коробочка. Она нужна, чтобы брать с собой кушать в школу, допустим, где не кормят. А мы в отеле, нас кормят здесь. Нам некуда просто брать. Зачем она нам нужна? 3 штуки к тому же. Черных вот этих. Ну, сколько стоит? Нашли клубнику, сколько она стоит? Блю. Вот стробери 32,95. Ну вот. Это сколько? Ну, меньше доллара. Я, кстати, за такси вместо доллара 2 отдал. Почему? Я вижу, как эти вонючие щенки меня дразнят. Вонючие явчики. Я хочу от них уйти. Влада, чем больше будешь ныть, тем больше тебя будут дразнить. Ты в школу пойдешь когда, на тебя просто на голову сядут. А вы знаешь, как дразнятся некоторые дети? И овощи, и фрукты намного дешевле, чем фрукты. Вот, например, апельсины такие вообще бесплатные. Набрали мы тунца консервированного, чипсов, мороженого. Получилось у нас на 2500 рублей. Чем недорогой магазин вот этот Carrefour. В Египте жизнь определенно дешевле, чем в Турции в плане еды. Это очень хорошо. Че, котику нальем молочка египетскому? Бедный котик. Мне кажется, он хочет, Бедный. он, мне кажется, хочет пить очень сильно. Он бедный. Ты ему на пол налей просто и все. Вон крышечка там есть. Давай, наливай. Не, ласкаться не надо ко мне. Не надо ласкаться. Котик. Не трогайте, он облезлый. Мы ему сейчас нальем молока и все. Давай, наливай. Побольше налей, он там слижет. Еще налей, оно все впитывается. Вот. Все, малыши, всегда заботьтесь, ладно? Все коты Помогайте. в пустыне хотят. Людям, которым плохо, животным. Не забывайте, будьте Теперь добрыми. котики не потерял в жизни. Заметил, что в жарких странах животные все ободранные. Ну, в Турции ухоженные. Ну, там не жарко, там не так, наверное, жарко, хотя хз. Ну, Потому может что здесь быть. пустыня, видимо, может, им воды действительно там как-то, не знаю, не хватает. Может, просто нам такой попался. Попробуй. Спасибо. Как все-таки хорошо, когда есть зелень и цветочки. Вот такой дворик забрели. Это очень редкость большая здесь. Мне очень не хватает зелени. Без зелени прям какая-то как-то неуютно, пустынно. Вот забрели в такой двор, похожий на отель. Квартиры здесь такие. В середине бассейнчик. Уютненько. Ну, здесь, кстати, неплохо. Вот такой вот. Ну, здесь неплохо. Я говорю, что где зелень есть, сразу как-то все по-другому выглядит. Какой-то уют появляется. Когда ее нет, это все равно, что дом пустой без предметов декора. Или сколько здесь квартиры стоят? Не знаю, я бы не хотела жить в Египте. Кажись, мы нашли выход из двора. Думали, что он тупиковый. Тут в уголочке калиточка. А здесь тату-салон. Мужик как из GTA нарисован. Такие, как всегда, игрушки везде найдут. Верблюды в шляпах продаются. Тут вышли мы вот на такую площадь прикольную. Здесь намного более уютно, чем вдоль шоссе. Там как-то совсем уж пусто. Но здесь так интересненько. Ну, такая целая аллея. Даже прикольнее, чем на этой улице, на которую все туристы едут. Это всегда торгуются до последнего. Если на Надо Uber едешь, настаивать. никаких вообще вопросов На нет. Uber, да, на Uber вопросов нет. Там цена уже фиксированная всегда. Мгм. Вот. Вот к музею мы приехали.
Нашел новый способ нас надурачить. Мы даем 100, надо 50 сдачи. Он говорит, сдачи нет. Такие дела приятные. Стойте, куда пошли, Влада? 400 рублей, в общем, вход для взрослых. Там молоко может пролиться так. О, любимое развлечение, что включат даже для крокодилов специально. Давайте, да? залезайте, тоже проедете. Нельзя. Там это... Да, конечно, нельзя, да. Как говорят здесь запасники Каирского музея, то, что... Каирского? Ну да, то, что в главный музей не попало, здесь стоит. Здесь есть что-то прямо из гробницы Тутанхамона. Именно. Жалко, что нет экскурсии. Вот без экскурсии сложно узнать что-то. Ну как его сложно? Вот по-египетски читаем, смотри, какие буквы красивые. Написано, что эта статуя деревянная 4500 лет. Офигеть. Представляешь, здесь в пустыне как сохраняется все. А, ну потому что в пустыне здесь всяких жучков-то особо нет таких, да, кто его себе Ну да. смог. И сухо еще плюс ко всему же, да? В музее нет ни одного человека, кроме нас. Это статуя дочки Нефертити. И Рамзеса II написано. Смотри, какие крутые тапочки, Маш. Почему они сейчас их не делают и не продают туристам? Я бы такие себе взял бы. Вот эти, которые с правой стороны. Да, ну а те, вон, что вы, видимо, песчаные сугробы разгребать вот загнутыми носами. Эти предметы найдены в гробнице Тутанхамона. В частности, вот этот стул детский. Стул, как вам нравится, малыши, с лапками. Нравится вам стульчик? Лапки у него, видите? Лапки. А вот это какая странная бирюзовая подставка под лицо, как будто бы. Подбородок вот такой сделать хочется. Мама, это стул пожиратель. Ты знаешь вообще про гробницу Тутанхамона-то что-то? Что-то слышал, наверное. Я это голова. Может быть, это не лев. Чья это голова? Прочитай внизу. Head of a lion написано. Что означает? Вот, по-английски написано Head of a lion. Что? А, это значит голова льва. Да, голова льва. Классно? Она из какого? Из металла какого-то, да? Ну, как будто Камня. камень, да. Вот в настоящее время мало же у кого, мне кажется, среди людей, ну, такие таланты, я имею в виду живописи, и вот это, чтобы все вырезать, это же нужно быть талантливым человеком. Ну, я думаю, в то Получается, время очень не много, все что умели это делать. Ну, столько всего. Ну, что не столько все, всего, это просто за столько времени. Смотри, как красиво рыбы изображены. Выпуклые, Барельеф рыбный. выпуклые рыбки. И сетка. Нашли сеть, а вон рыболовные крючки. Голые такие. На кидок, что ли? Это какая-то маска с мумией написано. Ты сережки себе еще не выбрала, какие тебе нравятся? Египетские. Здесь музей можно выбрать. Ну ты выбери примерно, как они должны выглядеть. Ладно, вон там лежат настоящие мумии. Вы знаете, что такое мумия? Такой не настоящий. Настоящая, Влада, это мумия, только стекло не трогайте. Она была золотой. Ну, конечно. Да. Маску одевали? Да, золотую. Видимо, кто-то не из бедных был. Хотя, может, это не золото, а какое-то... Какой заматывали. Ничего бы не... Ну, там у них целая процедура была. Такими же бинтами заматывали. Умирали, когда их так вот закручивали. И одевали маску сверху. Золотую. Мам, видишь, что они чуть-чуть в песке, они настоящие? Что Ну, как странно? бы они умерли, их похоронили, а Маша, в музей 5000 лет уже прошло. все равно. А у нас в церквях мощи Наши лежат. Встают, но это другое, это религиозное. А если ты просто так, Настоящая в песке. все равно, что раскопать гроб и достать и поставить в музей потом. Не знаю. Здесь уже арабская тематика. Коран, монеты арабские. Сосиска плохая, которую убивали. Монетки, видите, какие? Музей небольшой, но достаточно интересный. У нас утро следующего дня. Мы сейчас собираемся на завтрак, а потом поедем на лодку с стеклянным дном. И у малышей тут спор возник насчет акул. Что есть? Пап,
Как эту акулу сфоткали? Ну, проплыли к ней, сфотографировали на фотоаппарат. Как она же людей ест? А детей не ест. Но очень редко людей есть, очень редко. А детей вообще ей не надо, потому что они невкусные. Почему не надо? Потому что они мало кушают, они не упитанные. Вообще. Неправда, она ест детей. А тигровые акулы их сколько и где они живут? Здесь тоже есть тигровая акула в Красном море, но их очень мало, и еще надо постараться встретить. У нас есть только одна акула вот здесь ходит, которая есть. Не акула, это мамуля, ты перепутал. Мама, тигровая акула, это сосисковая акула. А мама у нас больше всего на свете боится вот кого. Фу, кисель. Она жалится. Ты спроси маму, кого бы она хотела погладить больше, акулу или медузу? Кого-то больше хотела погладить, акулу или медузу? Медузу, наверное, она хоть добрая, без зубов. Вчера мы купили безлимитную Е7 за $7. Думали хоть так видео загрузить. И у нас загрузилось за сутки ровно 9% идет. $7 это сутки стоит интернет, сутки. Ну, 9% наши, все. Ну, такая связь, что делать. Я тебе говорю, что после такого перерыва тебя уже никто смотреть не будет. Все забудут, кто такая Маша. Good morning. Яичница, сосиски. Что будете, Влада, яичницу или блинчики? Блинчик. Блинчики. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приехали мы с этим туром на лодку с прозрачным дном. Вот нас высадили, сейчас куда-то ведут. Тут улица такая пешеходная. Поприкольнее Шаратона, поухоженнее тоже. Детишки радуются, все вместе бегают с Костей. Погодка сегодня такая нормальная. Ветер, конечно, но градусов 23 есть, наверное. На лодке можно будет поплавать с маской. Опять глава семьи с деньгами, Маш. Денежки египетские, опять пачка такая. Сколько там, 1250? Ага. Похоже, как в этом, по 200, как где? Ну покажи купюру, вот так возьми. 200. Я не знаю, это самая большая или нет. Если самая большая, то получается как в Турции 200 самая большая. Фу, как тут здорово. Вежи натуральный фреш. На борту уже предлагают нам. Что нам предлагают, Яся? Яся, что нам предлагают? Меню. Если мороженое, Все вкусненькое. если арбуз из мороженого, если мелкий шоколадное или мороженое. Если можешь всем детям постоянно покупать везде мороженое, можно и разориться, да? Давайте-ка лучше покрутитесь на стуле, это бесплатно. Тут ходит фотограф, короче, на лодке на нашей. Предложил сфоткать нас. Мы говорим, у нас свой. Он говорит, давай поменяемся. У них старый фотик какой-то, такой не очень. Еще предлагал работать вместе с ним, Вере. Фотографом подработать. Все, всех пригласили вниз, на нижнюю палубу. Наблюдать за рыбками через прозрачное дно. Внутро корабля. Качает что-то внутри. Вообще прям. Ой, как на аттракционе. Как на аттракционе. Класс. Здесь будем мы рыбок смотреть. О, медузки. Медуза. Медуза. Что там папа у нас заныривает? Вот. К нему все приходят. Здравствуйте. Папуля что-то не нырнул так.
Все, яйцо уже скормил, похоже, мама. Что он рассыпал. И никто не курит. Еще раз попробуем. У него маска, наверное, грязная. О, Папа, слови одну рыбу. Влада, вам что больше понравилось? На рыб смотреть? Или то, что папа яйцо вам захватил из столовой? Я яйцо не им захватил, я взял, чтобы рыб кормить. Да. А они вот сами едят, рыбки мои. Ну что, девчонки, понравилось вам на лодке с прозрачным дном кататься? А что именно вам понравилось? Смотрите рыбу. И каких вы видели? И понравился нам рыба-человек. Рыба-человек? Веселый был, да. Ребят, у нас уже дело к вечеру близится. Мы покушали, пообедали после лодки. И сейчас приехали снова в город на улицу Шаратон, которая здесь такая, типа, самая основная считается. Вот, мы на ней уже гуляли пару раз. Короче, ребят, в Египте будьте осторожны с таксистами. Вообще лучше машины вот так вот не ловить с руки. Они просто все поголовно, обманщики, обманывают на ровном месте. Такси. В общем, нам сказал там человек в отеле, что наш путь от отеля до Шаратона, до этого, должен стоить $2. Это нормальная цена. Они все хотят 5 и больше, но это ладно. Останавливаешь машину с руки, договариваешься, $2 говоришь там. Он торгуется, начинаешь уходить, и только потом он тебя догоняет, говорит, ладно, типа, садитесь. Садимся, вот вчера был случай. Садимся, потом приезжаем на место, даем ему денежку, а он говорит, у меня нет сдачи. Ну типа нет, делайте, что хотите. Мол, сдачу не хотел отдавать сегодня, вот сейчас приехали, $2, это получается 150 их местных денег. И то есть у меня было в руке, четко там их разложила ровненько, я так люблю делать, четко 3 бумажки по 50. Ему отдаю, а он такой, раз, мы выходим, я детей достаю, ой, а вы ошиблись, одну бумагу подменил на 5 футов вместо 50, говорит, вы ошиблись. Я говорю, я точно помню. Он такой, окей, короче, все обманывают здесь. И причем, Маша, у нее заметила на торпеде, какая книга лежала в машине? Нет, ну я видела У них книгу. у многих здесь лежит книга. Коран лежит. Типа верующие. И вот такие верующие Ну, обманывают. нормально для них все это, да, обман. И вроде машина у него такая, не как у таксиста, раздолбанная, нормальная, там, одет нормально. Вот. Такие дела. Какая красотка проехала, старая. Пойдем. Стоп, Руки. стоп. Дорогу переходить тоже здесь стрёмно, никто, как всегда, не пропускает. Вообще, Шаратон мне, честно, не очень нравится. Для кого-то, а вы вот какой из всего этого пользуетесь, ребята, Uber'ом? Вот наши белорусы знакомые, с которыми мы в отеле познакомились, они пользуются только Uber'ом. И там фиксированная стоимость. И то они говорят, что надо следить, чтобы он включил поездку. Если он не включит, он может тоже там своего накрутить. Вот вроде бы нашли закоулочки, мастерскую часов, может там поменять смогут нам. Такие вот закоулочки колоритные. Здесь везде вот у них лента, они любят вешать, видимо, потому что часто ветреная погода, чтобы это все развивалось. Один раз мы даже видели такие ленты от этикеток от чипсов. Сюда быстрее, Ясь, ему нужно батарейку. 1000? Это 600 рублей получается. $3. Ой, нет, то есть не 3, $6. Видишь, когда сбоку солнце закрыто, прикольно, а когда оно светит в камеру, уже не прикольно. Вот как-то вот из-за угла вот так. Вот здесь пешеходная такая улочка. Тоже все эти полиэтиленки прикольно в лучах солнца выглядят вот так. Решили перейти дорогу рядом с полицией. Здесь останавливают хотя бы машины, чтобы мы могли пройти, чтобы люди, пешеходы проходили. А вот здесь уже надо напролом. Нет, там тоже полицейский стоит. На обратной стороне русскими буквами дом хлопка Каркуша. Название такое интересное для Египта. Бедные египетские коты, готовы специи даже есть какие-то. Да, потом покупаешь эти специи с котами. Да, с кошачьей шерстью.
Пришли мы в Марину Кургатскую, где сегодня и на лодке катались. Вот сейчас будем тут кафе искать. Попробуем загрузить который раз видео на YouTube. Посидим, кофе попьем. Здесь так все более цивильно намного, чем по тем улицам, по которым мы сейчас шли. А вы тогда нам чупики должны заказать. Чупики? Ну, посмотрим, хорошо. Вот и кошечка египетская. Кошечки здесь пугливые. А тоже ухо обрезано, да, кстати. Наверное, это как в Турции, то, что их стерилизуют. Означает. Стерилизованным котам в Турции отрезают кусочек уха. И у этого также. Здесь у котов такой особенный вид. Нос такой, мордочка длинненькая, вытянутая слегка. Боится очень она. Конечно, после улочек таких специфических египетских, разваленных, раздолбанных, здесь такая прямо цивилизация в Марине для туристов. Очень все аккуратно, цивильно. Здесь вот зашли в кафе про Wi-Fi в очередное узнать. Вот цены, допустим, капучино стоит 90 местных денег. Это где-то 100 с лишним рублей или, наверное, $1,5. Дешевле намного, чем в Турции вообще. На буковку Т я придумываю слово. Как раз тигр будет на Т. Тигр. Тигр на какой заканчивается? А где наша? Это уже не мне. Вот, что там дальше? Тигр, я говорю. На какую букву тигр заканчивается? На Р, правильно. Тигр на букву Р заканчивается. Кто следующий после меня говорит? На Р говорит? Рыба. Рыба, правильно. Слава говорит рыба, Ясь. Рыба на какое слово? На какую букву? Рыба. Заканчивается. На Б. Рыба. На П. А, правильно, Ясь, тебе на А, значит. На А. Арбуз. Правильно. Арбуз. На какую На З. На З заканчивается. Молодец. Теперь мама на З придумывает. Я скажу слово зонт. Зонт. Я и Слава. Сегодня вы услышите сказку про пса-карапса. Вот так. Жил-был пес по имени Карапес. У него был один глаз синий, другой глаз зеленый. Жил он совсем один и на помойке. Питался он мясом и сосисками, когда люди его подкармливали. Но вдруг однажды, когда он гулял один ночью, из ворот послышался какой-то шум. Гав, гав, гав. Там был другой пес по имени Буль. Это был французский бульдог и далматин, овчарка и дворняжка. А сам пес-карапес был породы дворняжка. И вдруг овчарка сказала им: «Эй, ты, чего ты ходишь там за воротами? Чего? Темно же, чего ты не спишь?» Пес-карапес сказал: «У меня нету друзей, вот я и хожу один. Со мной бы кто-нибудь дружил, я даже с кошками хочу подружиться. А они от меня все убегают». И вдруг овчарка все понял, что надо подружиться. «Давай дружить». Подружились они. Вторая часть будет завтра. До свидания. Кто просил,
сказку про пса-карапса. Продолжение будет завтра. А теперь спокойнее. Теперь пока. Кто слушал Авкакец? Вот такой конец. Ну, это просто шутка, на самом деле нет. Песики. Песики, доброе утро. Псы-карапсы любимые. Ой, какие. Вставайте, малыши. Просыпайтесь. Славочка, ты проснулась? Владочка, а ты проснулась? Чего у вас вон ребенок еще один не просыпается? Он притворяется, что он спит. Папа, кто это такой там стоит? Это раньше вот так под воду ныряли водолазы в металлическом шлеме круглом, а воздух через шланг ему подавали сверху, с корабля. Сегодня мы приехали на дайвинг. Сегодня более-менее ветер стих, волн на море нету. Сейчас вот ожидаем. А что ты детей-то на дайвинг привезла? А куда их? Оставить одних? Мы не будем плавать, мы Будете нырять, Влада? Нет. Нужно заполнить кучу бумажек на всех детей, как обычно. А, Маша? Маш, девушки же по цвету выбирают. Цвет тебе подходит? Черный. Ну как? Пока Маша собирается, расскажу вам одну короткую историю про дайвинг. Около 10 лет назад в Дахабе я нырял с одним малоизвестным мне арабом, которого случайно нашел в Египте. Я тогда отдыхал один здесь. Так вот, мы поехали с ним на сайт Каньон, взяли в аренду снаряжение и нырнули. Я следовал за ним. Глубина быстро росла, то есть 10, 20, 30, 40, 50. И когда она стала около 60 метров, в этот момент на такой глубине уже солнце плохо проникает под воду, и все становится таким сумрачным. Я его потерял и начал искать. И увидел вход в пещеру такую. Заплыл в пещеру, она оказалась проходная, с двумя выходами. Но наружу выплыть я не мог с другого выхода, потому что там висело 2 технодайвера, полностью обвешанные баллонами. И в этот момент я получил так называемый азотный наркоз. И стал плохо видеть, у меня появилось тоннельное зрение. И вот в этот момент я почувствовал, что могу умереть. Был очень близок к смерти. Но поскольку у меня уже был достаточно большой опыт погружения, я взял себя в руки, собрал все свои силы и потихонечку с декомпрессионными остановками начал всплывать. Всплыл я с пустым баллоном. Араб этот был уже наверху. Это был очень экстремальный дайвинг. Поэтому к дайвингу, хоть это и релакс, нужно относиться серьезно. Ты расположила всех детишек? Да, вот они тут очень уютненько на египетском коврике сидят, диванчики, в корабле. Вот мы ожидаем дайвинг, подготавливаются пока все. А как корабль называется? Корабль называется Queen Samira. Пойдем, покажи, как ты собрала все. Как там? Пойдем. وليد В сторонку отойди. وليد تعال يا وليد دي. Вот здесь каждому собирают свой ящик с ластами, с костюмом, со всем необходимым. И потом каждый готовится, представляет сам баллон, все необходимое, регулятор, грузы, ремень с грузами. И, в общем, пока мы ждем, пока все соберутся и будем отправляться. Мы единственные русскоязычные здесь на корабле, в основном французы. Да, да, много. Как ты нервничаешь, нет? Да не сказать, я боюсь, как бы не холодно было. Но мне кажется, наверное, нормально будет в этом костюме. Мама, иди дайвингом заниматься.
еще рано, наверное, чтобы приготовиться. Мы даже не открыли, мы сейчас стоим. Как вам нравится, как на качелях, да, качаться? Там внутри не так качается, Мне нравится. Мне что-то не очень нравится качаться. Мама, ты во что одета? Что это такое? Нравится? Мне кажется, ты в нем тесно. Честно, ну чуть-чуть. Ну что, Маш, готова прыгать? Вроде бы готова. Маска у тебя красивая, розовая. Давай. Жди нас там, внизу с маленькими. Вырастите, будете нырять тоже? Будем. Теперь прыгаем. Понимаешь? Да, прыгать, папа. Отойдите. Отойдите, отойдите. Сейчас будет прыгать. Сейчас отойди. Сейчас он прыгнет. Мне это нужно заснять. Он так сказал. Маш, ну как тебе дайвинг? Холодно. Нет. А так все хорошо. Понравилось? Ладно, второй отсюда. Малышей сейчас будем купать или нет? Не знаю, я бы уже не хотела. Но если вдруг они захотят. Алло.
Если вдруг они захотят, можно. Не полезу. Я греться на солнышко. Папа, кого вы видели? Я видел очень крутую рыбу камень, еле ее заметил. Потом большую рыбу фугу, очень классную. Ну и много разных других мелких рыбок. Какие? А еще одну большую черную мурену я видел. Вот она. Мурена. Яйца в смятку видел? А, еще, Влада, еще я вам нашел огромную раковину, огромную, хотел вам ее принести, но мне запретили. Я хотел вам ее притащить на корабль. Там может жить вот такое с меню. Прокатится. Он прокатится. Ну, мне кажется, может, ты здесь как-то больше удовольствия получила, как-то расслабленнее уже. Если бы не холод или как-то. Ну, да, наверное. Ну, вот как-то первый раз получше было, второй то ли уже подпрохладнел, то ли как-то мне нравится, когда насыщенные вот эти рифы, а здесь ты плывешь по пустому песку, вот когда как-то нет. Тебя спасти. Ну, от башни до башни. Ну, от башни до башни. Нет, тоже красиво. Маленький выпили у мамы все кофе. Внизу. Мама сказала, что я помогу за не будет. Ага, кушает. Лис. Сколько много. Дайте мне посмотреть. Я хочу спагетти. Дайте мне посмотреть, где спагетти. Маша, у тебя новый опыт с детьми. Накорми детей на корабле, на лодке. Еще в туалет сводить. Сейчас научиться, мне кажется, научить нырять, чем накормить. Человек всегда. Ну все, ребят, мы отныряли, насладились немножко более теплым, чем в Турции, египетским солнышком. И возвращаемся скоро в свой автодомик. И еще на протяжении ближайшего месяца будем на нем путешествовать по Турции. Так что смотрите продолжение, извините за задержку. Не можем загрузить видео очень долго из-за плохого очень интернета в Египте. Да, отличная погода в Египте, судя по твоим синим губам, Маша. Когда я тебя... А что, они все слушают? Да. Стой! Что? Уже все заканчивается? А мы не будем снимать, как мы пойдем в магазин? Нет, в магазин пойдем без камеры, Влада. Ну ладно. В общем, мы после дайвинга отпустили свой трансфер и поехали в отель на верблюде. Ребята, вы не поверите в это. Ну, оказывается, это с нами Понятно. Он там не никогда с нами это ничего не происходило. Мы пропустили самолет. И вот это началось так. Мы пришли много на нюансов по ужин. ним. И родители взяли такие, поглазели на телефон и вот такие, самолет пропустили. А потом все бежат такие в номеры, билетики свои покупают. И типа сейчас над нами самолет прилетел, я говорю, ты самолетик, ты глухой, он меня не слышит. Он такой в воздухе нас ищет, а все такие жители, ой! Я это уже всем рассказал, он такой, ой, и мы пропустили самолет. И придется лететь на драконе. В палатках не спрашивали, почему. Маш, покажи, какого ты классного Анубиса купила. Покажи, какой ты классный самолет про... Почему я? Мы с тобой. Зато Анубис купили. Но объясни толком-то, что произошло. Мы проспали наш самолет. Он только что вот здесь вот залетал, нас искал. Ты какой только что? Не, на самом деле как получилось, что у нас самолет был ночью 4 числа, а мы как бы в голове у нас было, что мы 4 улетаем. Но мы думали, что в 23 с чем-то самолет. Оказалось, что он 4 ночью. То есть сегодня уже получается... Пока ты спала, Маша, пока сладким мы сном. спали, наш самолет улетел.
Что ты думаешь об этом? Жизненная ситуация так сложилась, значит, так должно было быть. Ну ты примешь нас в свой номер, чтобы мы пожили? Погрелись. До 9 числа. Ну, мы купили уже другие билеты, вы не переживайте, ребята. Вот, у нас теперь 2 самолета в то же время, только еще и с пересадкой в Стамбуле. Вот хотели в Стамбуле побывать, думали, на машине уже, наверное, не поедем туда, не успеем. Вот на самолете побываем зато 1,5 часа. В общем, всю ночь мы будем лететь и прилетим только завтра в 9 утра в Анталию. Да. Ребят, наверное, таких, как мы, еще раздолбаев не встречали. Никогда. Когда-то первый раз.